Всем доброго раннего утра. Напомню вам поговорку моей прабабушки. Когда бедность заходит в двери, любовь прыгает в окно. И сколько бы ни говорили люди, что с милым в рай, то есть рай в шалаше и прочую ерунду, в любом случае бедность убивает любовь, убивает семью, уважение, место под солнцем забирает. А почему? Потому что первый признак нелюбви к вам – это когда человек, который рядом с вами, не старается ради вас. Бывают годы депрессии, бывают трудности. В 90-е годы, когда Советский Союз развалился, женщины сразу же взяли себя в руки, взяли клетчатые сумки, кто-то поехал в Турцию, кто-то еще куда-то, кто-то в Китай. Начали торговать, начали поднимать семью. А мужчины растерялись. Мужчина, он так создан, он сразу хватается за стакан, еще за что-то. Они слабее нас на самом деле. Не зря считается, что психика женщины бездонная. Это знаете почему? Потому что женщина перетерпевает насилие, потери, хоронит близких, родных, иногда и ребенка. Но, невзирая ни на что, берет себя в руки и живет дальше. Рожает ребенка, создает новую династию, новую семью. Мужчина нет. Мужчина, перетерпев такие страшные моменты в жизни, он ломается. Ну, вот женщина так создана, видимо, потому что она мать семейства, начало. И все-таки только женщина знает, от кого рожден ее ребенок. Начнем с этого. Ей это дано право. Мужчина что? Пришел, ушел. Пришел, остался. В любом случае, он добытчик, охотник, воин. А женщина созидательна. Если мы смотрим, то есть изучаем историю древних веков, средних веков, учили-то детей матери, они были грамотные. Мужчине некогда было учиться грамоте. Он 20-30 лет был на войне, иногда и всю жизнь. Поэтому мужчина иногда не ориентируется, может долгие годы не понять, чем заняться, что делать, теряется. А мы, женщины, более хладнокровные, сильные создания. И что касается магии в том числе, женщине долго объяснять не нужно, что надо делать, как надо делать. У нас острый ум. Садимся, изучаем, смотрим, переписываем, делаем, проводим, призываем, меняем жизнь своей семьи в лучшую сторону. И, естественно, я понимаю, что большинство моих ритуалов проводят женщины, матери, жены, и меняют жизнь своих близких. Ну и мужчины, конечно, могут проводить. Просто иногда пишут внизу: а вот скажите, а ваши ритуалы мужчины могут провести? Так интересно, а что, мужчины не болеют, у мужчин нет нужды получить хорошую должность, иметь много денег, подарки какие-то получить от судьбы, и пускай. Конечно, могут. Но поскольку я женщина, понятное дело, что я в ритуалах говорю от имени женщины, да, от лица женщины. Это должно быть понятно. Теперь, почему бедность, нужда, она убивает любовь? Потому что наша жизнь, она вечная борьба. Ребенок рождается, нужны деньги.
Ребенок растет, нужны деньги, нужно ему дать образование, в какие-то кружки записать, чтобы он одевался, жил не хуже других. Сейчас дети смотрят друг на друга, эти гаджеты, компьютеры, планшеты, самокаты. Чем старше, тем больше расходов, естественно. Мальчикам не особо много, потому что им там спортивка, что-нибудь еще. А девочки, понятное дело, растут, им нужна косметика, одежда, нужно идти потом волосы, значит, ногти. Но это же девочка, это будущая невеста и так далее. На все нужны деньги. И основной конфликт в семье всегда денежный. Вот живут молодые со свекром, свекровью. Постоянно нужны деньги на то, на это. Ну, правильно иногда старшие говорят, шевелитесь, что-то придумывайте, мы не вечные, давайте вы тоже. Иногда старшие упрекают, иногда принижают, смотря какой характер. Что происходит? Начинается грызня дома, начинается нездоровая атмосфера, люди друг друга оскорбляют, он приходит, она ему, вот из-за тебя, что ты там не работаешь, ничего не можешь принести, твоя мать меня там контролирует, хочу отдельно жить в своем доме. Он может сорваться, сказать, отстань от меня, надоело своими претензиями. Ну и где там любовь? 1 раз, 2 раза, 3 раза. Ребенок заболел, нужны деньги лечить. Не дай боги, какая-то трагедия случилась, кто-то умер, нужны деньги хоронить, нужны деньги памятник ставить. Пусть мне кинет на меня камень тот, кто может без денег жить в этом мире. Я специально шляпу куплю и буду снимать каждый раз и кланяться этому человеку. Это нереально. Потому что мир материален. Понятно, что в селе, может быть, деньги особо так не нужны, если только для крупных покупок. Там едут, отовариваются, покупают обновки на лето, зима, весна и так далее. Иногда идут с детьми, нужна большая сумма, сразу покупают, привозят. В селе, да, свои фрукты, овощи, курицы, яйца, там, мясо и так далее. Вроде не особо много затрат. Но в любом случае мир меняется, дети не очень любят в селе оставаться. Это мы потом уже ближе к старости хотим в село, в тишину, в покой, где лес. Но дети-то любят цивилизацию, они хотят погулять. И это понятно, мы тоже в свое время хотели в ресторан, куда-нибудь еще познакомиться. Кровь кипит, страсть, любовь, все такое. Чтобы дать своим детям нормальное будущее, обеспечить им молодость, да, и нужды, тоже нужны деньги. Естественно, что вначале мы основа, мы должны им помочь, а потом, если мы будем немощны, они нам помогут. Ну, надеюсь, до этого не дойдет, потому что многие родители рассчитывают на себя, еще и детям своим помогают и на пенсии, и до конца своей жизни. Итак, прежде чем вызывать деньги, зазывать, призывать, как хотите, вот прежде чем закрывать, закатывать в банку какое-нибудь соленье, варенье, еще что-нибудь, что надо делать? Банку надо помыть, стерилизовать, очистить. После этого туда положить продукты и закрыть, правильно? Если мы не выгнали дурную энергию из своей жизни, семьи, зазыв денег работает не в полную силу. Это место нужно очистить для начала, а потом уже призвать деньги. Логично, да. Вот в древние времена считалось, что вообще была персонализация любых проявлений человеческой природы, любой сферы деятельности человека. Значит, например, болезни это были 12 лиходейниц или 12 дочерей Иродовых, потом начали их так называть, лихоманка, трясовица, значит, гнадея, по-разному там называют. Каждая болезнь,
она представлялась как нечто такое, сущность какая-то, которая питается болью человека. И радость имела персонализацию. Это была светлая, красивая женщина, вся в золоте, богато одетая. Это удача, радость, счастье, которое приходило в дом. Ну, естественно, бедность, как ее представляли? Вечно плачущую, несчастную, неухоженную, в лохмотьях, грустную какую-то женщину, да, нищебродку такую, которая мается и других мучает. И вот эту нищебродку время от времени нужно изгонять из дома. Почему? Потому что она приходила, селилась и усиливалась конфликтами, нервами и прочее, которые происходили в семье. Если так хорошо подумать, на самом деле это так и есть. Наши неудачи, наша злость, усталость, наши нервотрепки, конфликты, крики, значит, вот эти все неустроенности в жизни и так далее, это некие энергии, которые, соединяя друг с другом, создают вот эту вот некую сущность, которая потом начинает нас жрать. Или эта сущность приходит изначально, и через некоторое время, питаясь вот этими нашими отрицательными энергиями дома, она просто усиливается, селится и уже начинает управлять нашей жизнью. Ну вот мы приходим домой, или там нас обидели, разозлили, дома обсуждаем, злимся, с кем-то что-то говорим, голосовой записываем, что-то. Постепенно в доме селятся. Вот они как красная тряпка для быка, понимаете? Где есть конфликт, нервотрепка. А без этого в нашем мире сейчас, к сожалению, невозможно, да, никуда. Мы живем в социуме. И вот постепенно вот этими энергиями, этими отрицательными позывами питается эта сила, усиливается, и уже в конце концов мы чувствуем, что в нашем доме поселилось безденежье, потому что то деньги не приходят, то приходят, сразу уходят, какие-то постоянные поломки, постоянные какие-то непредвиденные расходы. То есть деньги уходят в никуда, в какую-то дыру. Не копятся, запасы, которые у нас были, тратятся. То есть это не есть хорошо. Что надо делать? Разными способами ее изгонять. У нас уже подобный ритуал был, где бедность и нищету выдают замуж за темных духов. В нашем ритуале здесь мы используем слово, значит, черт, но я вам уже объясняла, что черт или черн, которым называли анчуток, вот этих чумазых духов, гиблых, рожденных в гиблых местах, злых сил. И есть черти, которые были хранители чертогов. Они тоже изображались рогатыми, потому что они были природные духи. И эти тоже природные. Но у природы есть и злая сторона, понимаете? Те же самые смертоносные пауки, значит, клыкастые звери, которые могут разорвать человека, змеи ядовитые и так далее. То есть у природы тоже есть смертоносная сторона, она не только прекрасная. И вот этой смертоносной стороной рожденные духи анчутки, которых со временем начали называть черти. Чтобы каждый раз не объяснять, и чтобы вы понимали, о каких чертах здесь будет идти речь. Так вот, мы им бедность должны выдать за черта замуж. Отдать. Они реально забирают. Мы это не видим, конечно, но эта энергия уходит на очень долго. И после того, как мы выгнали и выдали ее замуж за черта, возвращаемся домой и начинаем потихоньку призывать деньги. У вас обратно открывается этот поток. Время от времени убирайте эти темные, злые энергии в своей жизни. Потому что, еще раз говорю, друзья мои, ведьма убирает те порчи, которые смертоносные, которые
с рождения у вас печати, например, которые вам навели и так далее. Это окончательно разбивается, уходит. Это злая энергия, она не возвращается никак. Либо обратно возвращается, либо смотря что там. Но поскольку мы живем в обществе, а в обществе, как в древние времена, так и сейчас, присущие людям и злость, и ненависть, и зависть, и прочие, скажем, человеческие, все уже забыла это слово, пороки, да. Они были, есть и будут, только декорации меняются. А так люди, какие были, такие остаются. И тем более, когда вы немного идете вперед, обязательно будет эта нервотрепка. Ну, а почему она? Потому что, а почему ты должна хорошо жить, а не я? Как говорила Раневская, многие жалуются на свою судьбу, но никто не жалуется на свои мозги. Люди редко бывают самокритичны, чтобы думать о том, что, наверное, она много работает, поэтому и хорошо живет. Нет. Они так не будут думать. Они будут думать, что тебе незаслуженно повезло. Всегда завистливые люди считают, что тебе незаслуженно повезло. Ты это не заслуживала. Естественно, будет и нервотрепка, будет и преследование, будет и лишние разговоры, сплетни и так далее. Все это влияет на нашу жизнь, все это подпитывает энергии несчастья, бедности и прочее. И они селятся. Если от них время от времени не избавляться, не выгонять. Вот как вы же, например, дома делаете уборку, да, вы же не убираете дом раз в году. Иначе вы не сможете дома просто жить, существовать, потому что там пыль, грязь и так далее. Вы же мокрую уборку делаете, убираете, переставляете, там что-то, значит, очищаете, что-то там меняете. Почему? Потому что это дом, потому что оно живое, потому что вы здесь живете, и, естественно, все время нужно очищать пространство, где ты живешь. То же самое, если мы не видим, это не значит, что этого нет. Есть некая ментальная некая грязь, которая накапливается на нашей энергии, в нашем доме, на нашей, значит, как бы сказать, на нашем энергетическом поле. И оно нам мешает. И когда мы себя все-таки заставляем и это все убираем, мы чувствуем, насколько нам становится легко, насколько как будто груз падает, и совершенно по-другому начинает виднеться мир. Беда в том, что люди очень трудно находят время и заставляют себя буквально за шкирку, чтобы очистить себя, чтобы убрать бедность. Вечно не до этого. И оно само даже не хочет уйти. Это как плохой квартирант. И как дело доходит до чистки, то спать хочется, то неинтересно, неохота, то депрессия, то вообще злишься на все, думаешь, ничего не буду делать, все равно не поможет, все надоело. Эти мысли внушает вам та самая сила, которая поселилась и питается вашей энергией. Ей невыгодно уйти, поэтому она будет делать все на свете, чтобы остаться. А вы, вопреки всему, заставьте себя встать и убрать эту силу из вашей жизни. И вы посмотрите, как будет обновление. Теперь берете черный отрез ткани. Утром, когда встаете, или в полдень, неважно, когда уборку начнете, подметайте весь дом с определенным заговором. Читайте столько раз, сколько надо, пока весь дом не подметете. Подмели одну комнату, собрали мусор, принесли, кинули, высыпали на эту ткань, сказали вторую часть заговора. Начинайте опять подметать. Подметайте, значит, со всех углов, везде все метете, просто подметайте свой дом. Собрали на совок, принесли, высыпали опять туда, на эту ткань. Опять сказали вторую часть заговора.
туалет, погреб, можете даже улицу, двор подмести, если, конечно, двор такой большой, в принципе, не стоит. Лучше дом, потому что двор – это целая история мести. Подметаете, приносите, значит, высыпаете туда. После чего крест-накрест завязали это вместе с мелочью. Относите в лес или в лесопарковую зону, или в поле, куда хотите, подальше от своего дома, но не там, где люди ходят, а на природу. Если вам далеко, можете положить машину, отвезти туда, выйти, положить, значит, это... Ой, все уже забыла. Сверток, короче говоря, завязанный. Значит, выносите, кладете туда, говорите заговор. Говорите заговор 6 раз, после чего кидаете эту мелочь и говорите: бери сколько даю, больше не получишь. Отвернулись и молча возвращайтесь, не оглядываясь. Даже если вам покажется, что кто-то вас позвал, не оглядывайтесь, потому что вы же точно знаете, что там никого не было. Потому что это нечто не хочет уйти. Я знала случаи, когда после того, как женщина принесла, также вот кинула это все, сказала слова, отвернулась, чтобы уйти, и ей показалось, что котенок мяукает. Она не оглянулась, ушла, но ей было неспокойно. Через несколько дней приехала туда, проверила. Естественно, никого не было. Это был не котенок, можете быть уверены. Но ей пришлось переделывать, потому что возвращаться туда нельзя. Ну, по крайней мере, долгое время нельзя. Итак, начинайте мести со словами: «Эй ты, нищебродка горемычная, бедность и безденежье, в хате моей поселилась. Деньги мои забираешь, силу мою сжираешь, жизнь мою поганишь. Соберу тебя из всех углов, из всех чуланов, с погреба, с пола, с потолка, со всех мест. Сундуки свои собирай, в путь дорогу собирайся. Тебя за черта замуж отдаю. Совет вам да любовь. Не бывать тебе в моем доме. Добро мое не поедать, не жить здесь, не ночевать. Нет тебе здесь места. Сказано, сделано». Собрали мусор, принесли, кинули на эту черную ткань. Эту ткань не перемещайте по дому на этом месте. Даже если у вас двухэтажный дом, трехэтажный, подмели нижний этаж, подняли, опять сюда высыпали. Еще раз. Вот, высыпайте и вторую часть говорите. «Приданное для бедности собираю, тебе сгинуть, а мне жить да богатеть, заклято». Еще раз, первую часть подметайте со всех углов и говорите: «Эй ты, нищебродка горемычная, бедность и безденежье, в хате моей поселилась, деньги мои забираешь, силу мою жираешь, жизнь мою поганишь. Соберу тебя из всех углов, из всех чуланов, с погреба, с пола, с потолка, со всех мест. Сундуки свои собирай, в путь дорогу собирайся. Тебя за черта замуж отдаю. Совет вам да любовь. Не бывать тебе в моем доме, добро мое не съедать, не жить здесь, не ночевать. Нет тебе здесь места. Сказано, сделано». Опять принесла, кинула туда, на эту ткань со словами: «Приданное для бедности собираю, тебе сгинуть, а мне жить да богатеть, заклято». И еще раз последний. «Эй ты, нищебродка горемычная, бедность и безденежье, в хате моей поселилась, деньги мои забираешь, силу мою сжираешь, жизнь мою поганишь. Соберу тебя из всех углов, из всех чуланов, с погреба, с пола, с потолка, со всех мест.
Сундуки свои собирай, в путь дорогу собирайся. Тебя за черта замуж выдаю. Совет вам, замуж отдаю, извиняюсь, утро, уже усталость. Совет вам да любовь, не бывать тебе в моем доме, добро мое не съедать, не жить здесь, не ночевать. Нет тебе здесь места. Сказано, сделано. Опять высыпаем мусор туда, на черную ткань. Приданное для бедности собираю. Тебе сгинуть, а мне жить да богатеть. Заклято. Все это сделали, завязали узлом, крест-накрест. Этот узелочек вместе с мелочью выносите из дома. Значит, оставляйте возле дерева. 6 раз говорите слова. Отмаялась, отголодалась, горькие доли исполнилась. И вот ушла из моей хаты, из моего двора. За черта замуж тебя выдаю, бедность моя, сойди с моего хребта. С меня сойди, к черту пойди. Черт, черт, бедность себе забери. Вот тебе жена, вам тут быть, а мне без бедности уходить. Еще раз. Отмаялась, отголодалась, горькой долей испилась, и вот ушла из моей хаты, из моего двора. За черта замуж тебя выдаю. Бедность моя, сойди с моего хребта. С меня сойди, к черту пойди. Черт, черт, бедность себе забирай. Вот тебе жена, вам тут быть, а мне без бедности уходить. Еще раз, 6 раз надо говорить. Отмаялась, отголодалась, горькой долей испилась, и вот ушла из моей хаты, из моего двора. За черта замуж тебя выдаю. Бедность моя, сойди с моего хребта. С меня сойди, к черту пойди. Черт, черт, бедность себе забирай. Вот тебе жена, вам тут быть, а мне без бедности уходить. Сказали, кинули эту мелочь и говорите. Бери, сколько даю, больше не получишь. Заклято. 1 раз сказали, отвернулись и молча ушли. Ой, немножко устала, но уже у нас который час? У нас 5:30 уже. Да. Ну, кто не верит, покажу. На всякий случай. Угу. Это к тому, что незаслуженно. Да, незаслуженно дается любовь и уважение. Да уж. Поработайте с моё, господа. Значит, мелочь кинули, сказали, отвернулись и ушли. Время от времени делайте. Это несложная работа, но очень эффективная и надолго хватает. Резко уходят все эти непредвиденные расходы, все эти... Ну, оздоравливается атмосфера дома. Можете себе позволить уже что-то купить, начинают деньги копиться, начинают они приходить. После того, как вы выгоняете бедность там различными работами, после этого вызывать денежную силу, но гораздо эффективнее и правильнее, потому что оно уже приходит, поскольку вы уже то, что мешало, изгнали. Всегда делайте так. Сначала чистку проведите, потом бедность изгоните и начинаете вызывать денежную силу. Время от времени обновляйте свою жизнь, потому что, еще раз говорю, мы живем в социуме, а здесь не все рады вашему успеху. Всем удачи!